Все произошло в начале ноября на железнодорожной станции города Симферополь. Сотрудница вокзала по имени Галина, как обычно, выполняла свою работу, смотрела по камерам видеонаблюдения за прибывающими и убывающими составами. Но в какой-то момент женщина заметила нечто странное. Из стоящего поезда, направляющегося в Москву, выскочила совсем маленькая собачонка. Первая странность состояла в том, что она была одна, а вторая – поезд на этой остановке стоит всего несколько минут, и вряд ли кто-то захочет опоздать. Затем случилось именно то, чего так опасалась Галина. Поезд тронулся и плавно начал набирать скорость. Собачонка, по всей видимости, поняла, что останется в незнакомом месте совсем одна, и побежала за составом. Но куда там? У тойтерьера, а это была собака такой породы, не было никаких шансов догнать уходящий поезд. Галина видела по камерам, что собака, поняв, что осталась одна, заметалась, не зная, что ей делать и куда идти. Она явно пребывала в отчаянии. Чуть позже из того самого поезда пришло сообщение, что собака ехала не одна, и ее изо всех сил ищет ее хозяйка, женщина по имени Полина. Выяснилось, что хозяйка пошла в уборную, а Лола, имя собачки, ждала ее в тамбуре потому, что боялась оставаться одна. Судя по всему, кто-то проходил мимо и громко хлопнул дверью, отчего маленький тойтерьер выскочил от страха на улицу. Хозяйка настолько переживала за своего питомца, что ей пришлось вызвать врача, у женщины поднялось давление. А ведь некоторые хозяева сами выбрасывают своих питомцев, но среди животных попадаются настолько умные, что сами приходят в приют. Прибыв домой, Полина не находила себе места, она сильно волновалась за Лолу, что с ней, где она. Владелица потеряшки буквально обрывала телефоны вокзала Канска. По ее словам, Лола прожила в их семье 8 лет и стала ее полноценным членом. В это время Галина, работающая на вокзале, решила, во что бы то ни стало, помочь собаке и вернуть ее в семью. Вместе с другими сотрудниками она вышла на поиски, но, к сожалению, на территории вокзала собаки не оказалось. По всей видимости, от страха тойтерьер убежал. Однако, Галина была полна решимости отыскать Лолу. Женщина разместила объявление в социальных сетях. Также к поиску подключились родственники, знакомые и коллеги. Но только спустя целую неделю раздался долгожданный звонок. Маленького тойтерьера видели в нескольких улицах от вокзала. Галина сразу же поехала на указанный адрес. Прибыв, она сначала не нашла ни одной собаки, но случайно заметила что-то маленькое на другой стороне дороги. Без сомнения, это была Лола. Собака явно была не в лучшей форме: грязная шерсть, опухший нос и слезящиеся глаза. По словам Евгении, она сильно удивилась, что домашняя собачонка вообще смогла выжить целую неделю, да еще и в холод. Ночью температура опускалась до -5. Вдобавок, как выяснилось позже, у Лолы была сильная аллергия, и ей нельзя было есть все то, что обычно поедают уличные собаки. Постепенно завоевав доверие Лолы, Галина смогла забрать ее домой, где ее помыли, накормили и уложили спать. Вот только у женщины уже была собака, которая не разделяла радости от спасения маленькой Лолы. Пришлось забрать тойтерьера на работу. Через 2 дня в Канск приехала хозяйка собаки Полина. Эту встречу сотрудники вокзала запомнят надолго. Когда Лола поняла, кто перед ней, она буквально завизжала от радости. Владелица собаки тоже не могла сдержать слез. Она без устали благодарила всех за то, что помогли спасти и вернуть ей малышку Лолу. В этой истории все могло быть не так радужно, если бы не Галина. Сотрудники вокзала могли сослаться на какие-то дела и не искать Лолу, которая просто бы не выжила на улице. Уважаемые друзья, если вам понравилось видео, обязательно подпишитесь на канал и оставьте комментарий, случались ли с вами подобные ситуации.